На прошлой неделе я проехал 7 провинций Аргентины. И вот вернулся, подведем итог. Будем теперь дальше снимать уже пока что в Буэнос-Айресе. Я пока с поездками немножко закончу, потому что у меня за эти полгода, чуть больше, чем за полгода, ну, в общем, за годик у меня вышло очень много поездок, и теперь нужно поработать. Потому что надо все восстановиться после поездок. Все-таки поездки, пару поездок в США, поездка в Ирландию, Европу, поездка по Аргентине на неделю. Это все ты не работаешь в это время, а надо бы восстановиться. Сейчас я больше занимаюсь именно конкретно. Надо восстановить свой сервис. Я же все-таки компьютером в основном занимаюсь. У меня же компьютерный сервис, ремонтируем компьютера. Так что, если кому надо, не забываем, пишем. Ну, я имею в виду, кто в Буэнос-Айресе находится. И еще один, который я сейчас занимаюсь, уже так более постоянно и сильно, это автоматизации для бизнеса. Автоматизации именно как? Интернет-магазины, можно и простые интернет-магазины создавать, но еще автоматизированные интернет-магазины, которые должны сами продавать 24/7, как говорят, да, и с автоответчиками автоматизированными, и со сток товаров автоматизированных и все остальное. Кстати, кого это интересует, тоже пишите. Сейчас этим на других каналах. Я в основном стараюсь, чтобы не путать тематику, пытаюсь показывать. Но интернет-магазины, и именно такие продвинутые интернет-магазины, более современные, это сейчас моя тематика. Какая мне понравилась, какая не понравилась, какие цены на участки, на дома, на все остальное. Значит так, прошлой неделе мы делали маленькое путешествие в сторону от Буэнос-Айреса. Сегодня видео выходит потихонечку, можно посмотреть каждый этап. Но давайте обсудим, какие провинции мы проехали и что нам показалось хорошим, и что нам показалось, может, не очень таким интересным. Мы поехали по 7-й дороге, называется Рута 7, от Буэнос-Айреса в сторону Мендосы с остановками, так как четкого плана у нас просто не было, куда ехать и все остальное. Переехали чуток по Рута 7, затрагивает немножечко сначала, сначала затрагивает Санта-Фе, провинция проезжаешь, потом проезжаешь по провинции Кордова, это кусочки провинции, которые дорога просто пересекает. Потом Сан-Луис, Мендоса, также мы посетили Сан-Хуан, также мы посетили Ла-Риоха. И теперь немножко то, что, как говорят, о впечатлениях об этих провинциях. Понятно, что в Санта-Фе мы проехали, там никуда не останавливались, потому что это просто был кусок дороги, который пересекает такую провинцию. Но факт в том, что провинцию мы проезжали. Заехали в Сан-Луис. И там же остановились, сначала в Кордову заехали. В Кордове городки, да, нам понравились, спокойные, тихие, красивые. Из-за холода было очень очень спокойно, все сидели дома, около нуля была температура, все сидели по домам, особо ничего не посмотришь. И мы уехали в Сан-Луис. В Сан-Луисе общее впечатление провинции очень хорошее. Сам городок Сан-Луис, то есть столица, мне понравилось не очень. Может, конечно, мы мало его посмотрели, но я бы не сказал, что это что-то такое суперское, которое меня прямо поразило, и мне так бы захотелось прямо там жить вот в середине Сан-Луиса. Или я не все увидел. Что-то наподобие вот такого, видите, как мы сейчас ходим. Но это отдаленный район, на краю уже я буду ходить здесь, потому что я оставил машину, мне надо ждать Свету, которая пошла по делам. И, соответственно, надо смотреть, чтобы какой-нибудь, как у нас называется, этот самый эвакуатор не прихватил мою машину, так что будем ходить по кругу. И в Сан-Луисе, сам город Сан-Луис мне не очень понравился, скажем так, честно, откровенно. А вот пригороды Сан-Луиса и провинция Сан-Луиса, да, мне понравилось. Также мы посмотрели, там и горы есть, там и поселочки такие интересные. И, в общем, понравилось, что сказать. Мы посмотрели немножко там, сколько стоит, допустим, земля в Сан-Луисе.
Я останавливался конкретно, не то что в мобиляре, останавливался конкретно, разговаривал с людьми уже за городом в провинции Сан-Луиса и находил людей, которые реально имеют землю и продают участки. Вот какие участки мы нашли. Мы поехали, некоторые посмотрели, в видео там некоторые можно увидеть приблизительно, где находятся, около монастыря там. И земли такие, значит, участок наподобие, сколько он говорил, 20 метров на 65 метров, вот такой вот участок в Сан-Луисе, в поселке, обычный такой поселок, ничего супер-пуперского. Землю надо расчищать, камни, деревья вырубать, но зато стоит, он просил 12 миллионов песо. За такой участок, на нем уже проходит свет, да, вода, в принципе, тоже свободно подключается. Газа нет, газ привозной надо, потому что газ там пока что, не знаю, может в будущем, но в тех поселках газа нет. 12 миллионов, это можно так брать из расчета $8 тысяч. Это недорого, да, $8 тысяч для участка, чтобы просто взять участок земли. Потом, конечно, нужно там все это, камни вычищать и все. Рядом нашли еще несколько участков по размеру чуток меньше и хотели чуток больше, где-то в районе $12 тысяч. Но участки такого вот можно найти. Даже рядом какие-то горные речушки, под горой, к примеру. И можно найти такие вот участки в Сан-Луисе. Некоторые мне понравились, наподобие, мы разговаривали с человеком, который продавал вот за $8 тысяч, у него таких 3 участка вместе, он просто их разделил, у него 60 на 65, он их разделил по 20, то есть 20 на 65. И говорит, если захочешь взять, допустим, 2 участка рядом, к примеру, 20 и 20, то есть 40, возьмем 2 участка такие соединенные, получится на 65, то, говорит, тогда, ну, как бы один он хотел за 12 миллионов, а 2, типа-то я продам за 20 миллионов. 20 миллионов, если взять 1,4 1400 песо за доллар, я же говорю, все равно получится где-то, грубо выражаясь, 20 миллионов, где-то около 15 тысяч долларов, может даже трошки меньше получится. Да, даже меньше, около 14 тысяч долларов получится за такой участок здоровенный. Так что, да, есть хорошая природа, хорошие дороги. И еще, что мне понравилось, все-таки люди такие доброжелательные, классные. Не туризм хороший в этих местах. Почему? Потому что рядом горы. Рядом горы, во-первых, те, которые проходят в Кордове, между Кордовой и Сан-Луисом. И не так далеко, все-таки в районе 250 километров вы находитесь от Мендосы, и там уже горы Анды, а это значит крутые озера с кристально чистой водой. Одним словом, для людей, которые хотят вот такую часть пожить так, да, есть такая возможность, можно поехать, снять. Кстати, недорогие и квартирки. В некоторых, я еще не сложил это видео, но потом сложу, если оно, наверное, будет последнее из путешествия. Вы посмотрите. Еще мы возвратились в Сан-Луис в конце поездки, еще раз там поснимали. И там будет один городок, только вот с головы выскочил, как он называется правильно. Вот в этом городке квартиры, это будет в последнем видео, которые сдаются, к примеру, сейчас. Однокомнатная такая квартирка, к примеру, сдается 250 тысяч песо в месяц. Это сдача, уже не продажа, а сдача. Однокомнатная квартирка в туристическом небольшом городке. И из расчета, что здесь, это в Буэнос-Айресе, такая квартирка будет стоить минимум 2 раза больше. Прикидываете, да? И это в хорошем туристическом месте с красивой природой. Это тоже такое довольно интересное. Так что смотрите эти видео. Я потом вот вспомню, напишу, как это называется. А нет, в последнем видео с путешествия будет этот городок показан. И там я, кстати, еще покажу участки, где люди покупают земли. И
как строятся. И там будет указано городки и все такое. Значит, следующая провинция, которую я хотел обсудить, Мендоса. Мендоса мне понравилась. Мендоса немножечко по-другому, даже вам сказал бы, мне понравилось. То есть в каком плане? Сам город Мендоса, столица город Мендоса, мне напомнил как бы Буэнос-Айрес. Вот как бы я там бы жил, знаете, как скажешь, вот я бы жил. Для меня там все довольно понятно, довольно все привычно. То есть город, банки, магазины, рестораны, Uber, такси, все это присутствует, все это вот гуляет. И еще ее большущее, огромнейшее преимущество – это то, что там находится рядом горы. То есть вы выезжаете с Буэнос-Айреса, и рядом ничего такого супер-пуперского нет. Далеко надо ехать, а там полчаса, и вы в Андах. И это просто суперски. Потом там, не знаю, 50-60 километров, точно не скажу сколько, сами посмотрите по карте. И ты на границе с Чили, ты переезжаешь в Чили. То есть, так как аргентинцы свободно в Чили по внутренним документам туда-сюда мотаются, никаких проблем с этим нет. Туда, если тебе надо что-то скупиться лучше или там побывать в Чили, пожалуйста. Хочешь на океан, да на Тихий океан в Чили будет ближе и дешевле, чем ехать сюда на Атлантический, к примеру, в Аргентине. Соответственно, своих преимуществ там очень-очень много, вот именно провинции Мендоса. Но в то же время скажу, что, к примеру, провинция Мендоса, именно поселки в провинции Мендосы, уже я бы не сказал, что они лучше, чем поселки в провинции Сан-Луис. То есть такой парадокс, как бы наоборот, да? То есть, конечно, красивые все, но с другой стороны все равно. Есть, конечно, и довольно более бедных поселков. Хотя и там они есть. Ну, просто, наверное, по каким дорогам ездишь. Но факт есть факт, что вот, к примеру, именно в Мендосе, как в городе, в столице, я бы с удовольствием, конечно, бы жил. И рядом бы ездил в горы, ездил бы в Чили, одним словом, очень для отдохнуть там суперски и недалеко. То есть полчаса, и ты уже все в зоне отдыха. В зоне отдыха, в зоне туризма, и горного, и всякие термальные воды, все просто суперски. Тоже цены, конечно, я так понимаю, будут такие, что как в Буэнос-Айресе. Если ты собираешься именно в Мендосе конкретно снимать квартиру и жить там, то вряд ли будет дешевле, чем в городе Буэнос-Айрес. Но зато, может быть, даже в чем-то спокойнее, в чем-то красивее. Буэнос-Айрес — это такая, знаете, как это, шумный муравейник. Тут все жужжит, бурчит, вот это самое. Одним словом, тут это мы на окраине, я хожу около машины, просто поставил на окраине. Вот из-за этого тут такое как бы спокойствие. А так, Буэнос-Айрес тут ого-го. Дальше, что мы посмотрели? Мы побывали там в этой провинции Мендоса. И в Сан-Рафаэле, и в других поселках поездили, и в Андах побывали немножко. То есть занимались таким туризмом. Четких планов у нас не было. Ну вот из того, что я вам сказал, это уже такое, как бы мне понравилось сильно. Потом я мечтал поездить по этому самому, по Рута-Куарента. Рута-Куарента, дорога номер 40, которая в Аргентине идет через всю Аргентину. Вот. Через всю Аргентину она проходит от самого юга до севера. И вот по этой дороге мы проехались около 600 километров. То есть от Сан-Рафаэля мы выехали там, где она начинается. Она не начинается. То есть мы от Сан-Рафаэля выехали на Руту 40 и проехали через Мендосу, уехали в Сан-Хуан, переехали через Сан-Хуан и поехали в провинцию Сан-Хуана. Вот. Это, конечно, тоже очень сильно отличается, очень сильно. И горы в Сан-Хуане очень сильно отличаются тем, что в Мендосе, к примеру, горы по сравнению с Барилочи, в Барилочи леса, грибы, зайцы бегают, в Мендосе уже кустарник, меньше леса, более лысых гор. Но все равно они похожи на горы, которые рассыпчатые такие, знаете, как вам прямо со склонами, вот такие горы в Мендосе.
А вот заезжаешь в Сан-Хуан, и это горы вообще другие, просто супер другие горы. Это горы, которые ты можешь идти, вот так подходишь к горе, а потом ни с того ни с сего, и из земли вылазит такой ствол, это гора, как стена дома, то есть прямо вот раз вот так вертикально, как из ничего вылазит, и, к примеру, может быть и 150, и 200 метров, и 300 метров. Вот такие прямо обрывистые скалы. И там вообще почти нет растительности. Совсем другая погода. Ну, мне понравилось. В горах суперски. И дорога понравилась Куарента, хотя она 40-я, хотя она в некоторых местах побитая, в некоторых недоделанная. Ну, как мы говорим, рустико, то есть со всякими приколами своими. Но в то же время Сан-Хуан мне понравился. А город Сан-Хуан мы проезжали только по окружной дороге, так что видел я его, тем более рано утром, когда еще не расцвело, потому что солнце мне начало всходить уже за городом Сан-Хуан. Так что о самом Сан-Хуане как городу я ничего не могу сказать, кроме того, что смотрится красиво, заправки существуют, но это всего лишь навсего фонари были. Смотрится красиво, но мы его проехали только смотря с автописты, с окружной дороги. А вот солнце мне вошло за Сан-Хуаном, взошло. И вот тут самая реально такая, конечно, очень сильно красивая провинция. Мне понравилось очень сильно. Понравилось именно природой, потому что больше ничего там такого не могу сказать, кроме природы, так как мы посетили всевозможные парки, там очень много обсерваторий, очень много таких знаменитых парков в этих горах стоит. Есть обсерватории международные стоят, которые наблюдают за звездами, есть просто супер. Ну, одним словом, смотрите видео, скоро выйдет это видео, и вы все увидите. Мне понравилось. Земля динозавров, скажем так. И потом Ла-Рьоха. Ла-Рьоха мне показалась победнее. Хотя тоже мы не были в самом столице, были только в провинции, показалось победнее. Но мне понравилась ихняя продукта. То есть даже если ты заезжаешь на ИПФ, ИПФ это станция, где бензин продают, одна и та же фирма в разных провинциях делает совсем разную еду. Представляете, в Ла-Рьохе мы зашли и взяли вот эти, как они называются у нас, взяли, в общем, круассан. Взяли круассанчики такие с кофе. И вот они нам настолько понравились, не знаю, все они должны делаться одинаково, но они нам настолько понравились, мы взяли по 2 штучки до кофе, я и Максим. Потом понравились, взяли еще по 2 штучки, съели. Потом уже сел в машину, Макс говорит, я побежу еще возьму по 2 штучки, еще в дороге пожуем. Давай. Приехали в другую провинцию, заходим на ИПФ и берем те же самые круассаны. Так, что-то пожевал и все, по 1 штуке больше не понравилось. Так что, ребята, в провинциях жизнь интересная, все провинции очень сильно отличаются. Квартиры можно снять везде, но мне понравился больше Мендоса из того, что я видел. Именно по провинциям в середине мне понравился Сан-Хуан, мне понравился Сан-Луис очень сильно, и Мендоса тоже понравилось, но смотря какие городки. Есть городки более зачуханные, забитые, такие более видно, что там все-таки, ну, как социальное жилье кто-то построил, накидал его кучками, как горошинки, все одинаковые. А есть такие хорошенькие, даже такие, как бы думаешь, вот тут бы я жил. Но провинция просто суперская. Это правда, как там прямо при въезде написано, что это провинция солнца и вина. Вот. Так что все, пока и до следующих видео. Теперь будем снимать Буэнос-Айреса.